Австралийка Карла Висентин весила 105 килограмм. Подруги часто говорили ей, что если бы она меньше ела и похудела, то выглядела бы намного красивее. А вот парни были менее благосклонны и направляли в ее адрес много грубых высказываний и насмешек. В конечном итоге Карла не выдержала давления и решила экстремально сбросить вес. За 10 месяцев она похудела на 39 килограммов, совершая длительные прогулки и выполняя интенсивные тренировки. В результате этого ее внешность радикально преобразилась, и девушка чувствовала себя уверенно. Однако жесткие диеты и тренировки сильно ударили по ее здоровью. У нее образовался язвенный колит и расстройство пищевого поведения. Девушка оказалась в больнице, и это вызвало у нее эмоциональный срыв. Тогда она проплакала всю ночь. Я часто лежала в больнице из-за язвенного колита, а лекарства, которые я принимала, влияли на мой вес, из-за чего я очень расстраивалась, вспоминает девушка. Спустя небольшое время Карла снова набрала вес до 105 килограмм. Проблема с избыточным весом была у девушки еще с 12 лет, а в 16 лет у нее появилась диспропорция тела, в результате чего каждый раз, когда она смотрела в зеркало, плакала от своего вида. Карла призналась, что не могла контролировать себя и слишком много ела. Нередко она столько объедалась, что затем приходилось идти в ванную комнату и очищать желудок. Итак, после первой неудачной попытки похудения, второй раз девушка решила пойти правильным путем. Она начала сама исследовать все, что касается снижения веса, чтобы понимать, как устроено тело и обмен веществ. В это же самое время она училась на медсестру, и проблем с материалами или мотивацией у нее не было. После получения ясной картины правильного похудения, первое, что сделала Карла, удалила со смартфона все приложения по быстрому питанию, чтобы не было даже соблазна покупать такую еду. Второе, что она сделала, это нашла на Ютубе видео с тренировками и начала ответственно тренироваться. Сначала это были упражнения дома, а затем она перешла в фитнес-зал, чтобы заниматься с большими весами, так как это более эффективно. Ее тренировка состояла из 15 минут кардио, далее 15 минут растяжка и затем работа с тяжелыми весами примерно 1 час. Еще в свободное время девушка с удовольствием катается на роликах и стала больше двигаться. Она ходит пешком не менее 1 часа в день, но конечная цель – пройти около 10 тысяч шагов. Третье, что она начала делать, это фотографировать себя через каждые 2-3 месяца. Это было очень полезно – положить 2 фотографии рядом и видеть себя до и после. Для нее это стало большой мотивацией, чтобы не сдаваться и продолжать идти до полной победы. Следующее, что она сделала, это изменила питание. В течение первых 2 месяцев своего путешествия по снижению веса Карла придерживалась вегетарианской диеты, чтобы снова включить в свой план питания овощи и фрукты, потому что до этого она никогда не ела ни одного овоща. По прошествии нескольких месяцев она начала потреблять мясо в качестве источника белка и сумела быстро сбросить лишние килограммы, придерживаясь строгой диеты с дефицитом калорий, который она отслеживала через приложение. Ее рацион не превышает 1500-1700 килокалорий в день. Кстати, девушка не фанатеет по поводу еды и может позволить себе на выходных мороженое или вкусную пиццу. И еще одно правило, которого придерживается Карла, это пить много воды. Она пьет воду между приемами пищи и во время тренировок. Австралийка уверена, без нужного количества воды можно забыть о снижении веса. Подписчики часто просят ее показать, что именно она ест в течение дня. В ТикТоке она публикует разные блюда и рецепты. Чтобы не затягивать видео, я не буду подробно останавливаться на ее рационе, потому что там большое разнообразие. Но в качестве примера расскажу об одном дне. Утром, после пробуждения, вода. Затем на завтрак овсяная каша с клубникой и чашка кофе. Также во время завтрака она принимает необходимые ей БАДы. В качестве перекуса протеиновый йогурт или десерт с ягодами. На обед пару бутербродов с яйцом, лососем и рукколой. На ужин равиоли. Еще в течение дня она может съесть 1 кубик черного шоколада и какие-нибудь ягоды.
Карла поделилась, что самым сложным аспектом ее пути к похудению были 3 плато, что было очень демотивирующим. Карла Висентин за 3 года сбросила в общей сложности 42 килограмма и в данное время весит 63. Это ее идеальный вес, и теперь она просто и уверенно поддерживает его. Теперь у австралийской красавицы нет самокритики и осуждения, но она всем говорит: относитесь к себе хорошо и говорите о себе вежливо. А что вы думаете об этой девушке? Не стесняйтесь оставить комментарий. Если видео было полезным, можете отправить его своим знакомым, и спасибо за лайк. Ссылки на видео с другими интересными людьми вы найдете в первом комментарии под этим видео или в плейлистах. Желаю всем здоровья и долголетия.